Всем привет! Сегодня я к вам с голубцами, но с голубцами из пекинской капусты. Они получаются намного нежнее. Времени на эти голубцы затрачиваешь намного меньше, так как не возишься с листьями капусты, они и так очень нежные. Получается небольшого размера, нежный, сочный, вкусный. В общем, смотрите сами. Пекинская капуста у меня гигант вилок, поэтому я беру один вилок на все голубцы. Если она у вас меньше, обычно меньше в 2 раза продается, то нужно 2 вилка таких. На фарш, обычный фарш, рис круглый беру, большую луковицу, чеснок. Из фарша у меня смешанный. Куриное, индюшачье и говяжье мясо. Немножко тут курдюка еще добавила. И зажарку. На зажарку отдельно покажу, какие овощи я использую. Прежде всего, конечно, я мою все листья, разбираю вилок и мою все листья от капусты. Заливаю листья горячей водой. И капуста у меня постоит вот буквально 10 минут, пока готовлю фарш и нарезаю все для пережарки. В фарш кладу большую луковицу с чесночком, 3-4 зубчика. Я перемалываю в блендере, либо кубиками можно порезать. Сразу же на лук пару щепоток соли, перчу. Можно добавить зеленый лук, лук-порей или зелень, если любите. Я вот добавляю белый перец, он очень душистый. И вот крупно перемалываю его. И 3 горсти круглого риса кладу. Риса кладите столько, насколько вы любите рис вот в тефтеле, в голубцах. Сильно любите, так положите побольше. Все, и все хорошо перемешиваю весь фарш. Если фарш видите, что крутоват, я вот тоже в стороне приготовила водичку, чтобы добавить чуть-чуть водички, чтобы он был более мягкий, воздушный, нежный. Перемешиваю весь фарш. Соль, перец, конечно, по вкусу. Добавлю чуть-чуть водички. Совсем чуть-чуть. Все, и фарш в сторону готов. Для зажарки я подготовила вот лук. Порубила в блендере крупно, чеснок кубиками, чуть-чуть сельдерея, палочку, 1 морковку, 1 очень большой болгарский перец и чашечку вот такого горошка замороженного. И я использую уже банку вот готовых помидор с мякотью, кубиками порезанные, или возьмите 2-3 помидора. Это то, что пойдет сейчас на зажарку. Ну, естественно, специи по вкусу уже. Немного растительного масла, кладу лук. И до золотистого цвета он поджаривается. Вот чуть-чуть стал лук прихватываться. Кладу чеснок вместе с сельдереем. И даю минутку чесноку, сельдерею отдать свои ароматы в масло. Чеснок именно в масло хорошо отдает свой аромат. И сельдерей тоже. Теперь натертую морковку и тоже даю пару минут подружиться. Теперь болгарский перец и тоже еще пару минут. Зеленый горошек сюда же, тоже буквально минутку. Сюда же банку помидоров. И теперь вот солю, перчу, можно добавить разные травки. Даю еще буквально 2-3 минуты всем вместе побыть, овощам подружиться и выключаю. И теперь я вот на тарелочку выбираю листья все, и там, где вижу, что толстовастенькое, вот здесь вот все-таки основание у листа, я вот эти вот штучки, я их срезаю, но я их не выкидываю, я их также порежу и положу в зажарку, они тоже вкусные. С этой вот капустой очень мало времени уходит, конечно, на подготовку листьев, и я не буду обжаривать сами голубцы, потому что они и так получаются очень-очень вкусные и очень нежные. И теперь вот уже начиняю, кладу мясо, как обычно, закручиваю, с боков подбираю конвертик. И опять закручиваю до конца. Эти голубцы получаются небольшие, удобно кушать. Единственное, что дольше, конечно, с ними вот их крутить. Но не надо зато обжаривать, и с капустой возни намного-намного меньше. И вот я уже сейчас начинаю закручивать капусту, и в это же время уже начинаю делать зажарку. И я еще пару листиков, которые внутри были
пекинской капусты остались. Я их вот так вот режу. Это будет подушка для всех голубцов. Чуть-чуть подсаливаю и собираю теперь все в кастрюлю. На дно кладу вот эти вот листики, порезанные с пекинской капусты. Чуть-чуть выкладываю сюда же зажарки. Зажарка вон какая красивая получилась. Выкладываю голубцы. Сюда зажарку. Я добавляю белый перец, перец 4 сезона в зажарку, орегано добавляю, иногда базилик. А уже в конце петрушку, кинзу можно порезать свежие. Здесь, конечно, на ваш вкус то, что вы любите, такие, те приправы, которые любите, те и кладите. Сверху все тоже выкладываю. Наливаю горячую воду. Просто на плите, если вы готовите, то это от 40 минут до часа должно тушиться и готовятся голубцы. Я готовлю в мультиварке, так я ставлю на 25 минут. А так минут 40 под крышкой, под прикрытой крышкой ставим, и все готовится. Выкладываю на тарелку, кладу, конечно же, соус. На гарнир все, что угодно может. У меня сегодня просто вареная картошка. Можно пюрешку и гречку, да тот же рис замечательно, любые макароны. Очень вкусно пойдет с этим блюдом. Посыпать можно петрушкой, укропом, кинзой. Я вот кинзу люблю, зеленым лучком. Тоже все сюда будет очень вкусно. И хотела вот разрезать сейчас один голубчик, показать, как он выглядит. Капуста прям очень-очень нежная. И мясо, вот оно все готово, то есть и намного меньше времени занимает приготовление с пекинской капустой голубцов, так как не возишься столько времени с кочаном капусты, листья нежные, вкусные. Готовьте вот такой вот обед-ужин, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.